Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить Просто. Сегодня хочу предложить вам 10 вариантов закусок, которые можно приготовить к праздничному столу. Все они очень разные по вкусу, внешнему виду и составу. Сейчас подробно все расскажу и покажу. Такая скумбрия поспорит в ароматности и пряном вкусе с магазинной и, конечно же, в экономии. Куда без этого? Сегодня готовим копченую скумбрию в домашних условиях. Рыба получается нежной, умеренно соленой, а по вкусу и виду очень напоминает копченую. Главным секретом является ее маринад. Сейчас подробнее все расскажу. Нам понадобится 2 скумбрии, вода, соль, сахар, черный чай, перец горошком, лавровый лист, лук. Первым делом нужно подготовить рыбу. Я обычно разделываю подмороженную скумбрию. Отрезаем голову, удаляем внутренности, хорошо промываем, особенно брюшко. Для рецепта нам нужна 1 крупная луковица. У меня лук мелкий, поэтому взяла несколько штук и нарезаю небольшими кусочками. В воду насыпаем соль, сахар, черный чай, лавровый лист, перец горошком. Добавляем измельченный лук и ставим на огонь. Даем рассолу прокипеть 5 минут и выключаем. Теперь ему нужно полностью остыть. Когда маринад остынет, заливаем им рыбу. Я обязательно процеживаю от мелких частичек. Накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 2 дня. По истечении времени достаем рыбу. Посмотрите, какая она золотистая получилась. Пряная и очень ароматная. Сделайте надрез вдоль спинки. Аккуратно снимаем кожу, начиная с головы. Подавать рыбу я буду с маринованным луком. Нарезаем его полукольцами. В воду добавляем соль, сахар, перемешиваем до растворения. Добавляем 9% уксус. Перемешиваем и высыпаем лук. Даем промариноваться 20 минут. По истечении времени отжимаем лук от маринада и добавляем к нему измельченный укроп. Перемешиваем. Рыбу выкладываем на блюдо, центр украшаем маринованным луком. Подаем к столу. Если вы любите рыбу, к этому рецепту точно не останетесь равнодушными. Рыбка получилась пряная, ароматная, в меру соленая и очень вкусная. Сегодня делюсь с вами очень интересным рецептом блинов с необычной подачей. Список всех ингредиентов вы найдете в описании под видео. Посмотрите, с помощью блинчика и зубочистки я сформировала закуску, которая действительно похожа на ракушку. Фарширую я обычно такие блины морепродуктами. Сегодня у меня мидии. Вот их сейчас и приготовим. Чистим лук, моем, мелко рубим и отправляем на сковороду со сливочным маслом. Обжариваем до прозрачности. Мидии я полностью разморозила и добавляю к луку. Тушим на медленном огне до испарения большей части влаги. Солим, перчим, добавляем чеснок, сливки, тушим блюдо 15 минут. Пока начинка стынет, приготовим тесто. Рецепт очень простой. Нам понадобится молоко, яйца, растительное масло и мука. Все ингредиенты смешиваем в одной миске и даем постоять готовому тесту полчаса. Хорошо разогреваем сковороду для выпечки блинов. Смазываем ее маслом только для первого блина. Половником набираем блинное тесто и распределяем его по поверхности сковороды. Жарим тонкие блинчики до румяности с 2 сторон. На блинчик кладем небольшую мисочку диаметром 13 см и вырезаем ровный круг. На
На середину кладем 4 мидии и защипываем края с помощью зубочистки, как показано на видео. Если вы готовите такую закуску заранее, поместите ее в пищевой контейнер и накройте крышкой, чтобы блины не заветрились. Очень вкусная, оригинальная и сытная закуска готова. Кто любит морепродукты, вам обязательно понравится такое блюдо. Конечно же, вас беспокоит вопрос, куда можно определить остатки блинов. Я порезала их мелко ножом, добавила лишнюю начинку, твердый сыр и все тщательно перемешала. Отправляем в форму. Посыпаем сверху твердым сыром и отправляем в духовку или микроволновую печь на 5-10 минут. А что бы вы приготовили из остатков блинов? Пишите в комментариях. Как видим, приготовить нарядные и красивые блинчики легко и просто. Подавать их можно с абсолютно разными начинками. С мясом, морепродуктами, творогом или даже фруктами или ягодами и шоколадом. Давайте начнем приготовление очень вкусного, наваристого, прозрачного холодца. В среднем на его приготовление уходит 5-7 часов. Большая часть этого времени не потребует вашего активного участия, но следить за процессом все-таки необходимо. Для приготовления холодца чаще всего используют свиные либо говяжьи голяшки, свиные ножки, голову, хвосты, уши, курицу, индейку. В этих частях туши находится большое количество желирующих веществ, благодаря которым бульон в процессе остывания застывает. Для приготовления нам понадобится курица, говядина на кости, свиные ножки, морковь, лук, чеснок, лавровый лист, перец горошком, соль. Мясо нужно предварительно обработать. Свиные ножки я замочила на 2 часа, затем хорошо отскребла ножом. В ножках мяса нету, они служат нам желирующим веществом, поэтому можете добавить еще какую-нибудь часть свинины, голяшку, например. Остальное мясо я предварительно также вымачиваю в воде около 2 часов. Благодаря этой процедуре в бульоне будет меньше шума. Берем подходящую кастрюлю, складываем в нее мясо и заливаем холодной водой, чтобы мясо полностью покрылось. И доводим до кипения. Пусть прокипит 3-4 минуты. Затем полностью сливаем воду, промываем каждый кусочек мяса и снова заливаем холодной водой. У меня кастрюля на 5 литров. Доводим до кипения. По мере закипания воды будет образовываться шум, который необходимо старательно снимать при помощи шумовки либо ложки. Не позволяйте бульону сильно кипеть, иначе он получится мутным. Варим холодец при небольшом побулькивании 5-7 часов. Через 2 часа варки добавляем чищенную морковь. У меня лук мелкий, поэтому я добавила 2 чищенные луковицы и 2 в шелухе. Это придаст бульону приятный золотистый оттенок. Лук я обязательно промыла под проточной водой. Перец горошком, лавровый лист, соль. Продолжаем томить бульон. Через 2 часа варки извлекаем морковь и лук. Морковь я промываю и отправляю в пакетик и в холодильник. Ее можно использовать для декора холодца. Продолжаем дальше варить холодец. Кастрюлю крышкой не накрываем. В итоге на приготовление у меня ушло ровно 6 часов. Готовность я сужу по мясу. Оно должно легко отходить от костей. Убираем кастрюлю с огня и выбираем из нее все мясо, оставляя один бульон. Складываем мясо в отдельную миску и даем ему остыть. Бульон процеживаю. Пока он горячий, добавляю чеснок по вкусу. У меня 6 зубчиков. На этом же этапе пробуем его на вкус. Он должен быть немного пересоленным и иметь яркий чесночный вкус. Мне соли не хватило, я добавила еще половину столовой ложки. Даем бульону отстояться, чтобы собрать с поверхности лишний жир. Теперь займемся мясом. Нужно отделить его от костей и хрящей. Я хочу поделиться с вами лайфхаком. Перед любой домашней работой, будь то готовка или уборка,
Смазываем руки кремом. Сразу же одеваем перчатки и начинаем работу. Руки за это время впитывают крем, становятся мягкими, нежными, и работа в доме сделана. Если понравилась идея, ставьте лайк. Начинаем перебирать мясо. Шкуру и мякоть ножек я не добавляю, так как у меня в семье не очень любят эти продукты. Вы можете их добавить к мясу, также измельчить и перемешать с основной массой. Разбираем мясо на волокна и нарезаем небольшими кусочками. Бульон отстоялся, убираем с поверхности лишний жир. Я стараюсь убрать полностью. Вы сами решайте, хотите ли вы оставить или частично убрать. В глубокие емкости, судочек, тарелку, салатник раскладываем хаотично мясо. При желании украшаем вареными яйцами, морковью, зеленым горошком, маринованными огурцами, зеленью. Заливаем бульоном. Перед этим его следует еще раз процедить от чеснока. Количество мяса и бульона регулируйте сами по своему вкусу. Мне больше нравятся равные пропорции бульона и мяса. Муж, наоборот, любит мясной холодец. После того, как холодец остыл до комнатной температуры, отправляем его в холодильник на 6-8 часов, можно на ночь, до полного застывания. Я показываю вам результат уже через час после того, как холодец постоял в холодильнике. Посмотрите, какой он получился крепкий, насыщенный, хорошо застывший, а бульон чистый и прозрачный. Конечно, каждый готовит это блюдо по-своему. Я поделилась с вами рецептом холодца, как готовят в моей семье. Надеюсь, он был полезен для вас и вы взяли несколько полезных советов на заметку. Подаем холодец с горчицей, либо хреном. Я очень люблю добавлять уксус в это блюдо. Друзья, если вам понравился этот рецепт, делитесь им в соцсетях. Вам не сложно, тарталетки я купила уже готовые. Нам необходимо приготовить только начинку. Грибы нарезаем слайсами и отправляем на сухую сковороду. Периодически помешиваем. Нам нужно, чтобы испарилась вся жидкость и сковорода стала практически сухой. Тем временем нарежем лук небольшим кубиком. Когда жидкости в сковороде практически не останется, добавляем лук. И пару ложек растительного масла. Тщательно перемешиваем. Жарим, пока лук и грибы приготовятся. Лук должен стать прозрачным. Солим, перчим по вкусу. Ветчину нарезаем небольшим кубиком. В миске смешиваем ветчину, сыр и грибы. Заправляем сметаной, тщательно перемешиваем. Добавляем одно яйцо. Солить не нужно, так как у нас есть ветчина. Начиняем тарталетки. Из данного количества продуктов у меня получилось 8 тарталеток. Посыпаем сыром и отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 5-10 минут. Нужно, чтобы сыр расплавился. Готовые тарталетки украшаем измельченной зеленью и подаем на стол. Закуска получилась очень вкусная, сочная, с легкой ноткой копчености. Яйца в свекольном соку с селедкой.
Такая яркая закуска должна быть на каждом праздничном столе. Готовится она очень легко, просто и относительно быстро. Свеклу отвариваем или запекаем до готовности. В банку складываем дольки отварной свеклы. Поверх выкладываем отварные чищенные куриные яйца. Я добавлю еще пару ломтиков свеклы. Заливаем кипятком. Оставляем на 20-30 минут. Достаем из банки. Посмотрите, какого красивого цвета получились яйца. Единственное, в местах, где яйца прикасались к банке, либо свекле, остались не закрашенные, либо наоборот сильно закрашенные пятнышки. Вывод: нужно в следующий раз брать баночку побольше. Формируем закуску. Разрезаем яйцо пополам. На каждую половинку выкладываем четвертую часть чайной ложки сливочного сыра, дольку ароматной селедки и украшаем листиком любой зеленушки. Закуска готова. Красиво, вкусно и очень оригинально. У меня на канале есть видео, где можно приготовить 5 разных начинок для яиц. Ссылочку на него оставила в описании под этим видео. Хочу предложить вам очень вкусное и красивое блюдо – закусочный рулет со шпината с красной рыбой. Рецепт очень прост, не требует особых усилий и готовится из небольшого количества продуктов. В этой оригинальной холодной закуске превосходно сочетается нежный шпинатный бисквит необычного зеленого цвета, ароматная намазка из сливочного сыра и пикантная соленая красная рыба. Бисквит мы будем готовить на основе шпината. В готовом блюде он никак не проявляет свой вкус, но зато мы получим шикарный зеленый цвет. Отделяем желтки от белков. Шпинат нарезаем на более мелкие кусочки. Добавляем к нему желтки, растительное масло и перебиваем погружным блендером до кашеобразного состояния. Можно взять замороженный шпинат, тогда его нужно полностью разморозить и отжать. Дальше готовить по рецепту. К белкам добавляем щепотку соли и взбиваем в устойчивую белоснежную пену. Небольшими порциями вводим шпинатную смесь. Аккуратно перемешиваем лопаткой. Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем на нее шпинатное тесто. Разравниваем тонким слоем в прямоугольник размером 20 на 30 см. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 10 минут. Вынимаем противень из духовки, переворачиваем на новый лист пекарской бумаги, убираем нижний лист и даем основе полностью остыть. Пока остывает, займемся красной рыбой. Нужно нарезать мякоть тонкими ломтиками. Возвращаемся к шпинатному бисквиту, который уже успел полностью остыть. Кладем на него белую намазку из сливочного сыра. Для него можете взять совершенно любой сливочный или даже творожной сыр. Плавленый не советую, он плотный и его будет сложно намазывать на нежный бисквит. Если сыр слишком плотный и густой, можно разбавить его сметаной либо сливками. Равномерно распределяем. Затем раскладываем тонкие ломтики красной рыбы, стараясь не оставлять пустые места, чтобы в готовом рулете срез был красивый. Остается плотно свернуть бисквит с намазкой и красной рыбой в рулет, так, чтобы шов остался снизу. Заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 2-3 часа, можно на ночь. Рулету нужно дать время отдохнуть и уплотниться. По истечении времени достаем рулет из холодильника и нарезаем на порционные кусочки. По
Подаем на стол. Этот вкусный рулет прекрасно смотрится на любом праздничном столе. Он послужит прекрасной закуской для вас и ваших гостей, особенно для тех, кто любит красную рыбу. Приготовьте и вы эту праздничную закуску. Буду очень рада, если она вам понравится. Самый простой и знакомый каждому салат, состоящий из сыра, яиц и чеснока, в таком оригинальном исполнении моментально станет броским и эффектным. Тем более полностью соответствует тематике Нового года – Год Тигра. Я их назвала тигринки. Для приготовления нам понадобятся яйца, плавленые сырки, их можно заменить на твердый сыр, чеснок, майонез, морковь. Для декора я использую листья нори. Яйца и сырки мелко натираем. Чтобы сырные брусочки легче натирались и не размазывались по терке, желательно поместить их в морозильную камеру на 30-40 минут. Добавляем чеснок, майонез. Вымешиваем сырно-яичную смесь до получения единой пластичной массы. Снимаем пробу, при необходимости солим или добавляем еще немного чеснока. Закуска не должна быть пресной. Морковь заранее отвариваем до готовности, остужаем и очищаем. И также натираем на мелкой терке. Формировать закуску мы будем с помощью пищевой пленки. Раскладываем ее на столе, сверху выкладываем столовую ложку моркови. Равняем ее вилкой. Посередине выкладываем чайную ложку начинки. Теперь с помощью пленки формируем шарик, похожий на мандаринку. На закуске не должно быть просветов. Выкладываем приготовленную закуску на тарелку. Чтобы завершить тигринки, дополняем их листиками нори. У меня осталось пару штук от суши-салата. Кому интересно, ссылка в описании под видео. Нарезаем листики нори волнообразно, кончики должны быть заостренные. Из полученного количества продуктов у меня получилось 8 штук. Новогодняя закуска мандаринки-тигринки готова. Вот так выглядит она внутри. Получилось очень вкусно, сытно, с пикантным чесночным привкусом. В качестве сытной закуски предлагаю приготовить бутерброды с ветчиной. Для приготовления нам понадобится багет, сливочное масло, нарезная ветчина, оливки, зелень, сладкий перец. Берем ломтик ветчины, разрезаем его пополам, сворачиваем как цветочек. В середину кладем красный болгарский перец. У меня осталось чуть от салата Мексика. Багет нарезаем тонкими ломтиками, смазываем мягким сливочным маслом. Посередине кладем цветок из колбасы. С одной стороны оливку, с другой листик зелени. Добавим пару ломтиков огурца. Таким методом складываем все бутерброды. Выкладываем на тарелку и подаем к столу. Сегодня готовим очень вкусную и аппетитную закуску, которая своим внешним видом и вкусом приятно удивит ваших гостей. Готовится она довольно быстро и просто. У меня на канале уже есть два варианта подачи такой закуски с красной рыбой и крабовыми палочками. Сегодня предлагаю третий с ветчиной и оливками. Для приготовления нам понадобится твердый сыр, ветчина, творожный сыр, огурцы, маслины. Для начала подготовим основу для рулета. Твердый сыр нарезаем небольшими кусочками и отправляем в полиэтиленовый пакет. Теперь разогреваем его в микроволновой печи 2 минуты. Либо можно пакеты с сыром опустить в горячую воду на 7-10 минут. Тем временем подготовим начинку. Ветчину я взяла уже нарезанную. Огурцы моем, отрезаем хвостики и нарезаем слайсами с помощью овощерезки. Достаем сыр. Теперь формируем из него ровный прямоугольник прямо в пакете. Сначала руками, затем скалкой. Ножницами разрезаем сверху пакет. Смазываем основу творожным сыром. Выкладываем подготовленные огурцы.
Поверх огурца выкладываем тонко нарезанные ломтики ветчины. Раскладываем в ряд маслины без косточек. Выкладываем с той стороны, откуда вы будете заворачивать рулет. Теперь осторожно, не спеша, сворачиваем плотно рулет, стараясь сохранить маслины в самом центре. Заворачиваю рулет в пищевую пленку, уплотняю, завязываю с двух концов и отправляю в холодильник до прихода гостей. Такую закуску можно готовить наперед, за день до торжества. Рулет должен лежать на ровной поверхности. По истечении времени снимаем пленку, нарезаем рулет на порционные кусочки толщиной не более 1 см. Рулет получается очень вкусный, сытный и красивый. Я украсила нарезку маслинами и ягодами калины. Как видите, готовить это блюдо совсем не сложно. Вы можете добавить в сырный рулет красную рыбу, зелень, нарезанные свежие овощи, и ваша закуска станет ярче и привлекательнее. Яйца с авокадо без вреда для фигуры. Отлично подойдет тем, кто на правильном питании. Для приготовления нам понадобятся яйца, авокадо, сок лайма либо лимона, кинза, соль, перец по вкусу. Для гарнира икра можно заменить на маленький помидор, нарезанный мелкими кубиками, лишние листья кинзы. Нам необходимо отварить яйца. Заливаем их холодной водой. С момента закипания варим 10 минут. Заливаем холодной водой. Чтобы яйца лучше чистились и были гладкими, аккуратно раскалите скорлупу яйца и снова поместите в воду. Отправьте в холодильник на ночь. Затем сливаем воду и аккуратно чистим. Из авокадо извлекаем мякоть и нарезаем ее на небольшие кубики. Желтки добавляем к авокадо, зелень, сок лайма, у меня вот в такой бутылочке. Перебиваем блендером. Если начинка жидкая, отправьте ее в холодильник на 30 минут, чтобы она чуть застыла. Отправляем в кондитерский мешок и формируем закуску. Украшаем красной икрой, можно заменить на помидор, порезанный на мелкие кубики, и листиком кинзы. Эта закуска не имеет ярко выраженного вкуса, но отличный вариант для тех, кто следит за своей фигурой. Если вам не нравится такой вариант фаршированных яиц, у меня на канале есть видео 5 рецептов фаршированных яиц на любой вкус. Друзья, если вам понравились рецепты, ставьте лайк и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля, всем приятного аппетита и мирного неба над головой.